Я вообще чихапули, блядь. Всем привет, меня зовут Алексей, и сегодня я вам хочу рассказать немножко о своей жизни в Питере. Сегодня, допустим, я поехал... Куда я поехал? А куда я? Где? А, Пушкин. Я двоечник. Помедленнее. А чего вы стесняетесь так? Ну почему? Потому что. Кстати, такая красивая на камере. Представьтесь. Полина. Олеговна. Что ты хочешь в жизни вообще? Всю жизнь работать в Такао. А, серьезно? Не знаю. У тебя есть мечта? Или ты видишь себя просто Инной? У меня Всю жизнь. олигарха. А выйти за олигархом. За Вадима? За Назима? Тебе скоро уже 30 десяток наступит, прикинь. Надо думать о будущем уже. Ну так что? Нет, на самом деле живем сегодняшним. Скажи мою Сегодняшним днем. Сегодняшним. Я прям даже тебя прям только снимать буду. Второй вопрос. А чем ты хочешь заняться-то вообще? Когда сейчас? Вообще! Не знаю, я хочу железную печень. Скажи, Леша, моя мечта и мое хобби это ты. Когда у тебя лаваш вылетает изо рта. Ну. Снимаем. Братан толстый, чего заметит? Бухаем? Давай яблочко. Я в мяч поймала. Что ты? Я не поймала. Здрасте, Зарина. Ты видишь себя, ну, кем-то? В плане, у тебя есть мечта, есть такие профессии, вот, допустим, художники, да, они вот работают только потому, что это душевно, да, вот, то есть они работают, неважно, сколько они денег заработают. У тебя есть такая вот мечта работать кем-то, вот, для души, чтобы ты удовольствие получала? Ну, у меня раньше была такая мечта. Сейчас я очень хочу найти работу, вот, как ты сказала, чтобы она мне была по душе. Но я еще такого не видела. Я думаю, что очень было бы неплохо все-таки заняться. Ну, мне нравится. Почему не занимаешься этим? Есть очень много я тебе скажу, разных что стартов, я Geekbrains, допустим, сайт. Они обучают просто тупо бесплатно программированию. Ты можешь писать программы, приложения для Android, iOS и зарабатывать на этом огромные бабки. На самом деле, я понимаю то, что вопрос весь в деньгах. А я тебе задаю вопрос не в деньгах, а в душевном покое. Я не могу ответить на этот вопрос. Потому что я не знаю, что принесло мне душевный покой. Она еще молодая, так что... Сколько тебе там, 40? 35. Всем привет, меня зовут Фирус. Расскажи, ты сюда приехал зачем? Он просто решил испортить брату и сестрой жизнь. Вот. У тебя есть цель, не знаю, там, чем-то заняться, может быть, как-то какая-то идея есть, как бабок заработать, либо себя просветлить в чем-то. Ну вот цель какая-то, или ты еще ищешь себя? Ну, конечно, цели у меня нет. Ну, глобально не размышляешь еще. Ну, в плане, там, не знаю, покорить мир. Ты же понимаешь, то, что ты один из 3,5 миллиардов баранов, которые каждый индивидуален, и каждый говорит: ой, ебать, я самый крутой, ебать, я все умею и так далее. Нет. Нет? Ну, ты так думаешь? Знаю, нет. Я Нет? знаю, что всегда есть, Ты считаешь, что ты личность? как бы, да, сильно неразвитая. А? Есть и неразвитая, есть куда развиваться, потому что много чего не знаю. Отлично. А ты? Конечно же, я считаю, что я личность. Ты личность? Мистера Фримена тебе не хватает. Да, спасибо. На самом деле меня сейчас очень сильно трясло, потому что Мироненко Алина помнит. Я рассказывал ей историю про цыганку, которая утонула. Ну, про волосы в моей комнате. Сейчас мне на самом деле кажется, что как будто бы меня это преследует, потому что я сейчас пришел к себе домой, и я нашел длинный черный волос у себя на кровати. Откуда это может быть, я не знаю. Но мне стало не по себе в том плане, что какая-то чертова мистика, что ли, может быть. Черные волосы, которые
преследует меня, что ли, потому что я жил в Туапсе, и такое было, потом это закончилось, и сейчас что, опять, что ли? Я пришел домой, а у меня в комнате на кровати черный волос. Комната закрытая. Никто попасть не мог. Тверк. Но? Как ты делаешь? О, привет, Колян. Привет. Расскажи, что ты тут делаешь? Да я не знаю, я меню учу. Меню? Да. Она мне помогает. Я вообще чихапули, блядь. Сегодня я сходил на собеседование в одну компанию. Она занимается продажами мехов, ортопедической обуви. И на собеседовании мне было некомфортно, потому что меня заставили кричать. Я крикнул со всей дури. Просто было очень как-то круто, необычно. И они учат чему-то новому, потому что у них отбор строго до 25 лет, а мне уже 25. 25, как он, как этот тип говорит, который проводил собеседование, он говорит, что в 25 заканчивается возраст, когда начинается застой в саморазвитии. Когда он меня заставил закричать, я подумал о том, что как будто бы закончил вот этот вот возраст саморазвития, и в то же время начал его, потому что мне было очень интересно, я очень сильно захотел, развиваться дальше. Большой город, понятно, много возможностей, но я ищу работу, где можно как-то проявить себя в плане тех же продаж, допустим, потому что я в основном работаю в продажах. Работал. Иду сейчас на метро и еду домой, потому что я очень сильно устал. За весь день очень много, 3 собеседования прошел и немножко устал. Так что до новых встреч, ребят. Я об этом мечтал, наверное, месяц. И сегодня по счастливой случайности зашел просто в магазин, увидел арбуз. И я понял, что он будет очень вкусный и взял. Хочу пойти в ЗАГС с арбузом. Вот эта вот серединка, она всегда была самая вкусная. Не знаю, почему в детстве я вырезал их специально, когда кто-то из родителей покупал арбуз. Это было очень круто. А еще, вот напишите, может, в комментах, было ли у кого-то в детстве, когда вас посылали за хлебом в магазин, а вы приносили булку хлеба с обгрызанными краями, корочкой? И я так делал все детство, наверное. Боже, сколько раз меня ругала за это мать. Что-то прям навеяло воспоминаниями из детства. Подумайте, вот, допустим, было бы у вас примерно месяц времени на то, чтобы попытаться вспомнить все свое детство. Вспомнить благодаря личным записям. В течение 30 дней нужно сидеть и записывать каждое воспоминание, которое приходит тебе в голову, пытаться вспоминать, больше общаться с друзьями старыми из детства, чтобы они рассказывали какие-то истории. Спустя месяц понимаешь, что ты совершенно другой человек. Ты не тот, кем ты являлся всегда. В общем, надеюсь, что вам понравилось это видео, оно не слишком было задротное. Боже, до чего докатились? Вот сидим такие дома все, большинство, и разговариваем сами с собой, с камерами. Пока, надеюсь, вам понравилось это видео, ставьте лайки. И подписывайтесь на мой канал.